Что такое одиночество? Почти 50% людей заявляют, что они ощущают себя одинокими. Среди подростков, по некоторым опросам, таких достигает 80%. Как это произошло? Как с этим связаны социальные сети и современная экономика? Почему мы становимся одинокими? Как одиночество стало современной эпидемией? Что нас ждет дальше? И как это исправить? 15 сигарет в день. Примерно такой же урон вы наносите себе, если вы одиноки. Именно так сравнивает урон от одиночества хирург Вивек Мурти, называя одиночество чуть ли не самой большой проблемой нашего общества. И с ним нельзя не согласиться. По данным исследований, около 53% людей по всему миру имеют ежедневные контакты с другими людьми. Остальные общаются либо реже, либо не взаимодействуют с людьми вообще. А в некоторых развитых странах количество людей, которые живут в одиночку, уже переступило 50%. И это количество все растет. В чем причина? О проблеме надвигающегося одиночества говорили философы разных веков. Так еще Фридрих Ницше предвещал, что нигилизм и секуляризация, то есть утрата религии важной роли в обществе, приведет нас к кризису смыслов и тотальному одиночеству. В 20 веке Жан-Поль Сартр говорил нечто похожее, только главной причиной он называл обретенную человеком свободу, а значит, кризис цели существования. И оба они были правы. Как правило, одиночество делят на два типа – объективное и субъективное. Под объективным подразумевается то, когда у человека фактически очень мало или полностью отсутствуют социальные контакты, и он не состоит в каком-либо социальном институте. Не учится в школе, университете, не ходит на работу и не связан общими интересами с другими людьми. Или из-за здоровья не может должным образом передвигаться. То есть физический дефицит людей вокруг – изоляция. А субъективное – это уже про внутренние ощущения, когда вы не удовлетворены своими социальными связями. Даже тогда, когда окружение у вас есть, но оно не соответствует вашим ожиданиям. Оно не искренне, нет глубокой связи и прочие причины. И оба этих состояния по-своему опасны для здоровья. От первого страдает наше тело, а от второго еще и разум. А он может любую мелочь превратить в катастрофу, а все ваше здоровье в труху. И нередко эти два состояния перетекают друг в друга. И именно субъективное одиночество опаснее всего, потому что оно может протекать скрытно. Мы можем вести социальную жизнь, но не понимать, почему нам все равно одиноко. И это чувство может сохраняться годами, постоянно нас подавляя. И в отличие от объективного одиночества, где человеку достаточно предоставить больше возможностей для общения, субъективное требует глубинного анализа своих потребностей. Человек может иметь много друзей, но не понимать, чего он конкретно хочет. А также стоит поработать над своими травмами, негативным прошлым опытом и даже внутренними убеждениями. Нередко люди, которые страдают от такого типа, могут быть убеждены, что они просто недостойны внимания, любви и отношений из-за глубоких детских травм и неуверенности. Только потребность никуда не девается. Оттого источником этого чувства становится внутренний конфликт между установками и желаниями, что может привести к хроническому стрессу и прочим расстройствам. Чувство одиночества – это сигнал нашего мозга о необходимости поиска социальных связей ради своей безопасности. Но слишком длительное одиночество повышает риск депрессии почти в 2,5 раза, а также повышает тревожность и прочие стрессовые состояния, что может спровоцировать дистресс, вид сильного стресса, который негативно влияет на здоровье. Такой человек обычно испытывает чувство беспомощности и бессмысленности своей жизни. Он плохо спит и в целом регулярно испытывает недостаток сил. И с вероятностью 30% он умрет раньше. Но, несмотря на это, некоторые в современном мире идут на это осознанно. Поэтому можно выделить и третий тип – осознанное одиночество. О нем, как и о своем опыте, я уже рассказывал в одном из своих видео. Советую его потом посмотреть. И само это явление не что-то новое. Еще философы прошлых веков активно его практиковали, считая, что это помогает уму и личности. Оно отличается тем, что это выбор человека ради улучшения своего дохода, изучения новых навыков, создания внутренней гармонии. Лично я к осознанному одиночеству отношусь как к отличной практике для изучения себя, если вы мало знаете о своих увлечениях, своих потребностях и внутренних переживаниях. Или вам просто порой необходимо успокоить свою душу, проводя свободное время от работы или семьи в полном уединении. Именно это научило меня вести диалог с самим собой и слышать о своих внутренних потребностях, не игнорировать их. Ведь когда я не мог положиться на других, я сформировал опору внутри себя, которую со мной теперь на всю жизнь. Но правда ли это так полезно? Время наедине с собой способствует глубокой саморефлексии, помогает обрабатывать эмоции и в целом полезно для высокочувствительных людей, которые устают от внешних стимулов. Оно стимулирует творчество и креативное мышление и позволяет больше понимать свои желания и намерения, особенно если ты не знаешь, кем стать в будущем. Очень советую пройти бесплатный тест на профориентацию, который покажет, к какой профессии вы больше предрасположены. Это можно сделать у Skillbox, крупнейшей образовательной платформы. По результатам теста вы получите подборку из 4 профессий, которые
распределены по направлениям, от программирования до кино и музыки. А определить, что вам действительно нравится, помогут практические задания по профессии. Они несложные, но очень увлекательные. Так вы сразу поймете, к чему у вас лежит душа. А займет это у вас буквально один вечер, около 4 часов. А сделанный выбор, возможно, будет на всю жизнь. А еще вам помогут быстрее приступить к изучению этой профессии и помогут проработать ваши сомнения. А если возникнут вопросы, вы сможете обратиться к профориентологу в чате, получить обратную связь и рекомендации по выбору профессии. И это бесплатно, так что не советую это откладывать. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и сделайте время наедине с собой максимально полезным. И в целом люди, которые воспринимают одиночество как собственный выбор, им хорошо наедине с собой, испытывают больший уровень автономии в своей жизни и уверенности в себе. Но в ином случае даже оно вредит. Саморефлексия может быть полезной, но в некоторых кризисных ситуациях в жизни она может перерасти в руминацию, когда вы постоянно прокручиваете негативные мысли в своей голове, думаете о прошлом и сожалениях. И чем дольше это продолжается, тем больше вы создаете себе проблем и замыкаетесь в себе. То есть из всех возможных типов одиночества наименее губительный — это тот, на который вы идете осознанно. Когда вы ставите своей целью улучшить себя и наладить контакт с собой, не отвлекаясь на шум вокруг. Но только если это действительно ваш выбор, вы улучшаете свою жизнь, и если это не продолжается слишком долго. Безумно здорово, когда вы становитесь эмоционально зрелым благодаря этому. Но очень плохо, когда вы вообще не стремитесь к созданию социальных связей. Граница между улучшением и саморазрушением очень тонкая в этом вопросе. Если оглядываться на прошлое, раньше люди и правда были менее одиноки. В целом оно и понятно. В прошлом была иная социальная структура. Люди в основном жили в больших семьях, в селах, были твердые социальные роли и ценности были совсем иные. Но когда все начало меняться? Когда человек переехал в город? Проблема в том, что они не совсем подходят человеку. На протяжении большей части своей истории люди жили в небольших общинах, а сейчас города переполнены людьми. Согласно теории антрополога Робина Данмора, наш мозг способен поддерживать устойчивые социальные связи только с ограниченным числом людей, примерно 150 человек. А когда нас окружает так много людей, устанавливать качественные и глубокие отношения просто невозможно, а именно их нам так не хватает. И каждый прохожий превращается в обычный социальный шум. Да и в городах так много внешних факторов, что нервная система человека просто перегружается и находится в постоянном стрессе. С одной стороны, жизнь в большом городе — это здорово. Они дают нам сервисы, удобства, комфорт, возможности и свободу во всем, в том числе самовыражении. А обилие людей позволяет нам выбирать, с кем общаться. Изобилие приложений для знакомств, сообществ по интересам, да и в целом современный мир подарил нам социальные сети. Но когда мы заменяем органическое на искусственное, мы лишь создаем иллюзию желаемого. Люди, которые проводят больше времени в социальных сетях, ощущают себя более одинокими. А чтобы найти отношения в Тиндере, в среднем требуется более 285 матчей. И в отдельном видео мы разберем тему любви и отношений. Напишите в комментариях, если хотите увидеть об этом выпуск. Мне важно знать, интересно ли это вам. Скажите, готовы ли вы отказаться от самореализации и своих целей? Вероятно, нет, но судя по статистике, именно благодаря этому мы стали одинокими. Индивидуализм стал более распространенным в последние десятилетия. Мы все больше сосредоточены на своей карьере, достижениях и своем достатке. Это ослабляет наши социальные связи, а очень часто людям приходится переезжать в другие города и страны, теряя свои старые союзы. Мы стали чрезмерно много работать и чрезмерно зависеть даже не от идеи самореализации, а от идеи денег и достатка, что переключило нашу жизнь в банальный режим выживания. Из-за финансов мы чаще откладываем или вовсе отказываемся от важных решений, вроде создания семьи. И это не проблема людей, это проблема современной экономики. Фактически мы не можем закрыть себе базовую потребность. Стоимость цен на жилье за последние полвека взлетели на сотни %, а вот зарплаты на скромные десятки. Мне очень нравится мем. Смотря на это, человек придумал Excel и 8-часовой рабочий день. Очень смешно. До слез. То есть человек стал одиноким, потому что он стал свободным. Какая ирония жизни. И отвечая на вопрос, почему мы одиноки, я могу выделить несколько основных причин. Первое – это отсутствие цели своего существования. Когда человек банально не понимает, ради чего он учится, работает, развивается, ради кого он все это делает. Когда акцент сделан на материальном, а не на духовном внутри себя. История знает много людей, которые жили отшельниками и никак не страдали от одиночества. Ведь у них был мотив, их вдохновляла цель. Ведь одиночество – оно внутри. Когда важной ролью в головах людей играла религия, она давала людям смысл существования. Когда люди жили ради своих коммун, сообществ, деревень, им не приходилось отвечать на этот вопрос. Нам, как городскому жителю, подобная жизнь кажется чем-то отсталым, но есть ли цель у вас? Ведь теперь в таком большом, шумном и быстром мире
нам нужно искать его самостоятельно. Не чувствуя полноты внутри, человек может окружить себя сотнями самых приятных людей, но будет продолжать чувствовать одиночество, если не закроет в себе эту огромную пустоту. Человек, который не знает себя как личности, как души и энергии, всегда будет одинок. Второе – это социальные сети. Да, они сильно упростили нам взаимодействие с людьми и друзьями, совершили революцию. Но и час переписок не заменит нам и 10 минут живого общения с близким человеком. А мы излишне переложили ответственность за коммуникацию на них. Люди, которые проводят в социальных сетях больше 2 часов в день, имеют в 2 раза больше шансов чувствовать себя более социально изолированными, чем те, кто предпочитает реальную жизнь. А нам важно видеть не безжизненный текст на экране смартфона. Человеку нужен человек. Нам нужны прикосновения, объятия, контакт. Во времена пандемии заговорили еще об одной проблеме – о тактильном голоде. В пандемию ковид, который и без того усугубил проблему одиночества, проводилось исследование, в котором 83% испытуемых заявляли о недостатке физического контакта, объятий, поцелуев и прочих взаимодействий. А этот недостаток был связан с ухудшением физического, психологического и социального качества жизни. Также ощущению одиночества и нехватка любви способствуют приложения для знакомств, ведь в том же Тиндере средняя доля взаимных мэтчей лишь 1,5%. Переполненный холодильник не всегда означает сытость. Третье – снижение ценности социальных связей. Мы живем в эпоху, где большинство людей предпочтет секс без обязательств, чем построение долгосрочных отношений. Где работа над долгосрочными отношениями не так привлекает, чем всплеск быстрых эмоций. Где дружба нередко связана с извлечением выгоды. А социальные сети нам все больше замещают реальную жизнь. Мы все больше живем миром иллюзий и ожиданий, что у нас что-то когда-то будет, мы когда-то кого-то полюбим, мы когда-то будем счастливы, забывая, что живем мы прямо сейчас. И четвертое – излишний индивидуализм. Самореализация – это здорово, но это не значит, что необходимо все делать в одиночку, ни с кем не общаться, быть загадочным сигмой, а каждого человека рассматривать только через призму собственной выгоды. Человеку необходимо понять, что для того, чтобы быть полноценной личностью, ему нужно обрести себя, внутренний стержень и силу. Но для того, чтобы ему оставаться человеком, ему нужен человек. От одиночества страдает все человечество, и оно несет огромный риск для экономики. Возможно, некоторым ее секторам это приносит пользу, но это лишь временно. Ведь в перспективе мы в общей большой ловушке. К 2050 году многие страны столкнутся с тем, что население стареет, а рождаемость падает. А значит, потребность в затратах на здравоохранение, на социальные программы будет кратно расти. Ведь исследования уже показывают, что одиночество увеличивает риск преждевременной смерти почти на 30%. А общество станет еще более раздробленным, что вызовет рост социального недовольства и политической нестабильности. Человек, как социальное существо, всегда неосознанно ищет общность и принадлежность к группе. Это наша естественная потребность. А одиночество и социальная фрагментация могут вести к поиску радикальных форм общности, включая экстремизм, фашизм или другие авторитарные идеологии, которые отлично привлекают людей, желающих чувствовать себя частью мощного и цельного сообщества, играя на их потребностях. К тому же повсеместно падает продуктивность. Одинокие люди чаще страдают от депрессии, а значит, работают менее эффективно. А это отрицательно сказывается на экономике. И сама по себе проблема одиночества будет распространяться все больше. И эту проблему осознают. В 2023 году Всемирная организация здравоохранения создала комиссию по социальным связям. Она определила одиночество как неотложную угрозу здоровью в глобальном масштабе, а социальные связи как глобальный приоритет. Как мир планирует с этим бороться? Во-первых, он планирует обратить внимание на эту проблему и популяризировать ценность социальных связей. Во-вторых, государства разрабатывают программы, нацеленные на интеграцию людей в обществе, а также поддерживают волонтерство и улучшают социальную инфраструктуру, позволяя и старым людям поддерживать социальную жизнь, и молодым иметь больше мест для удобного отдыха и общения. А в некоторых странах так вовсе внедрена практика социального назначения. Это когда врачи назначают пациентам участие в социальных мероприятиях или волонтерских программах с целью снижения чувства изоляции и одиночества. Вполне неплохое лекарство. А вот как бороться нам? Судя по всему, одиночество — это неизбежная часть прогресса. Но это не значит, что с этим нужно просто смириться. Что делать, если вы чувствуете одиночество? Во-первых, посвятите свое время тому, чтобы сформулировать свою собственную цель существования в жизни. Возможно, на ответ уйдет не 1 год, но ответьте себе на вопрос: ради чего вы здесь? Вы здесь, чтобы полностью изменить мир, совершить революцию, или просто чтобы делать много маленького добра? Не имеет значения, каких масштабов именно ваша цель. Важно, что, обретая ее, вы начинаете жить. Во-вторых, пересмотрите свои приоритеты и качество ваших имеющихся социальных связей. Возможно, вы чувствуете себя одиноким, даже будучи окруженным людьми. В таком случае стоит задуматься о том, отвечает ли ваш круг общения вашим потребностям и интересам. Спокойна ли ваша душа рядом с теми, с кем вы общаетесь.
Возможно, ваши друзья и не друзья вам вовсе. Приоритизируйте качество над количеством. Поддерживайте отношения, которые делают вас счастливыми, и смело разрывайте связи с теми, кто разрушает ваше внутреннее спокойствие. Но если окружения у вас вообще нет, возможно, следует сначала обрести именно количество. Больше ходите на мероприятия, выставки, посещайте коворкинги, становитесь частью сообществ, в том числе онлайн. Так, например, есть сообщество моего канала, где в закрытом чате по интересам мы общаемся, делимся опытом, созваниваемся и формируем окружение. А также каждый месяц устраиваем совместные испытания для формирования полезных привычек, а участники из общих городов встречаются лично. Присоединяйтесь к нам, это лишь меньше из того, что вы в нем приобретете. А интересного там очень много. Например, доступ к гайдам и курсам. К тому же, это хорошая возможность поддержать канал. А ссылка в описании. И говоря о качестве отношений, старайтесь выбирать более непринужденные места. Всегда есть место случайностям, но маловероятно, что вы найдете близкого друга на мероприятии по поиску клиентов или сбору инвестиций. И также очень маловероятно, что вы найдете настоящую любовь до конца жизни в приложениях для знакомств. И не забывайте отвечать себе на вопрос, чего вы хотите. Человек, который боится оставаться наедине с собой, зависим от других людей, и который не понимает, чего он хочет, что он ценит, как выстраивать свои границы и банально, кто он такой, рискует всю жизнь встречать только созависимые отношения и неподходящих ему людей. Поэтому сначала поинтересуйтесь, кто вы вообще такой. Возможно, вам стоит попробовать путешествовать в одиночестве, посещать мероприятия, на которые вы боитесь ходить вне социальной группы, и просто почаще гулять наедине с мыслями, прежде чем строить любые отношения. Ведь если вы не можете охарактеризовать свои отношения с самим собой как дружеские, то как вы вообще планируете избавиться от одиночества, если самый важный человек в вашей жизни вас совсем не знает или вовсе ненавидит? А этот человек есть вы. Одиночество не всегда плохо. Иногда это необходимая остановка, чтобы пересмотреть свою жизнь, понять свои истинные цели и найти гармонию с собой, не отвлекаясь на посторонний шум. Но выбирая путь осознанного одиночества, не забывайте, что не стоит задерживаться на этой остановке слишком долго. Оно должно вас улучшать, а не изолировать еще больше. А потому не забывайте проводить время с друзьями и знакомиться с новыми людьми во время изучения себя и мира вокруг. Но что вы можете сделать прямо сейчас? Попробуйте осознанные практики, такие как медитация или ведение дневника, чтобы исследовать свои внутренние чувства и потребности. Весь сентябрь мы в нашем сообществе практиковали дыхательные практики, и многим понравилась моя авторская медитация с моим бархатным голосом. А говоря о тактильности, приобретите утяжеленное одеяло. По исследованиям, оно повышает секрецию гормонов счастья и социального гормона окситоцина, имитируя нам объятия. Старайтесь хотя бы иногда ходить на массаж, ведь подобно приматам, человеку очень нужны прикосновения. И не забывайте обнимать своих близких. Объятия гораздо лучше рукопожатий. И в целом, если у вас есть круг общения, старайтесь больше проводить с ними время. По исследованиям Робина Данбора, встречи с близкими как минимум дважды в неделю оказывают значительное влияние на здоровье и благополучие. Такие люди реже испытывают стресс, реже болеют и в целом лучше и счастливее себя чувствуют. Ведь это повышает секрецию окситоцина и серотонина. А если такой возможности нет, то чаще старайтесь звонить своим друзьям, играть с ними в игры и поддерживать связь через мессенджер. И знакомьтесь в них с людьми. В нашем чате есть множество анкет людей, которые могут быть из вашего города и иметь схожие с вашими интересы. Но не забывайте про баланс реального общения и виртуального. И не забывайте, что вы не одни. Если они еще есть, почаще навещайте своих родителей, близких. Проводите с ними время, пишите им и звоните, почаще узнавайте, как у них дела. Пробуйте иногда вместе путешествовать и отдыхать, или хотя бы приезжайте на праздники. Одиночество – это проблема всего человечества. Не только ваш. А пока мы молоды, все же у нас гораздо больше возможностей, чтобы эту проблему решить, или пока ее не ощущать. И помните, что одиночество, оно всегда начинается и заканчивается в одном месте. Здесь. Изучите свою душу, найдите гармонию и не распыляйте ее на злых, токсичных и неискренних людей. Не позволяйте ваше доброе сердце затмевать злом, не позволяйте вашим искренним намерениям мириться с фальшью, не позволяйте никому затмить свет, который вы излучаете. Ведь именно он становится ориентиром для вас и тех, кто рядом. Не обесценивайте свои чувства, не обесценивайте дружбу и любовь. В нашем искусственном мире постарайтесь сохранить хотя бы это. С вами был Альберт, подписывайтесь и вступайте в мое сообщество, а также подписывайтесь на социальные сети. Будьте счастливы и всего хорошего.